Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить героев из игры «Маленькая неудача» Little Miss Fortune. Little Miss Fortune – игра, разработанная группой Kill Monday Games. Релиз состоялся 18 сентября 2019 года. Разработка длилась 2 года и 9 месяцев. Little Miss Fortune – это интерактивная история, основанная на исследованиях и персонажах, как светлых, так и темных, где ваш выбор влияет на последствия, но не концовку. Игра разделяет одну и ту же вселенную с культовой видеоигрой Friend Bow. Главная героиня – 8-летняя Рамирес Эрнандес, которая ищет вечное счастье в подарок ее маме. Во главе с ее новым другом, мистером Голосом, они отправляются в лес, где встречают не только тайны, но и беды. Предположительно, неудача является кличкой, данной ей ее же родителями. У нее есть лучший друг, японец по имени Хиро, а первая любовь – Лиз Бенджамин. Впоследствии он и спас девочку. Рамирес – типичная маленькая девочка 8 лет. У нее бледная кожа с здоровым румянцем на щечках, пышные темно-каштановые волосы средней длины, аккуратные брови такого же цвета и большие карие глаза. Также у нее темно-зеленая кофта в клеточку, темно-розовый берет и коричневые ботинки. Рамирес – добрый и очень доверчивый наивный ребенок. Во всех вещах видит лишь положительную сторону. Она неуклюжая и очень решительная. Ее девиз «Сначала сделай, а потом думай». В свои 8 лет девочка повидала много страшных картин, каких ребенок ее возраста просто не должен видеть. В качестве цензуры того, что она видит, девочка использует свое воображение и блестки, которые, по ее мнению, могут принести ей и окружающим счастье. Несмотря на странное отношение ее родителей к ней, она все равно искренне их любит. Именно ради того, чтобы подарить своей маме вечное счастье, неудача соглашается на игру с Морго. Морго я тоже буду сегодня лепить, так что о нем вы узнаете немного позже. Из пластилина бежевого цвета слепим кисти рук. Тело готово, далее буду лепить голову. Соединяем голову с туловищем. Для лепки волос я буду использовать пластилин темно-коричневого цвета. Из темно-розового пластилина будем лепить берет. Итак, ребята, вот такая фигурка Рамирес Эрнандес у меня получилась. Пишите в комментариях, похоже у меня получилось или нет. Далее я буду лепить фигурку Лиса Бенджамина.
Бенджамин Юханелиус Рыжий Лис. Лис-хранитель, который выполняет важную задачу – защищать души детей от побочных монстров, называемых паразитами. Именно его Рамирес видела долгое время. Бенджамин выглядит как обычный рыжий лис с черным мехом на кончике хвоста. Задние и передние лапы также черного цвета. Пушистый лис с самыми драгоценными большими голубыми глазами. Так говорит Рамирес Эрнандес. С собой носит голубую сумочку через плечо и древний посох с белым кристаллом в качестве верхушки. Бенджамин неразговорчивый и довольно скрытный лис. Но, как потом выясняется, это нужно для его работы, так как во избежании непоправимых ударов психики жертвы он не должен контактировать с ней напрямую, а только с помощью знаков, которые Бенджамин оставил для Рамирес на остановке, и рисунок морга, висящий в том же месте и на дереве возле дома девочки. Бенджамин владеет человеческим языком и даже ведет дневник, а к самому себе он обращается в третьем лице. Лис храбрый и очень ответственно относится к своей работе. Ему также присущи качества, такие как забота и переживание. Мужество его раскрывается перед нами в спасении маленькой леди неудачи от морга. Бенджамин также очень переживал, что не смог спасти души других детей. Впоследствии он был рядом с девочкой, когда-то поняла, что умерла. Именно пушистый лис отвел ее в другой мир. Фигурка лиса достаточно простая и лепить ее несложно. Из белого пластилина слеплю живот и мордочку. Для лепки глаз мне понадобится пластилин белого, голубого и черного цветов. Из голубого и синего пластилина слеплю сумочку, которую лис Бенджамин всегда носит с собой. Также я сделал вот такой посох для лиса. Внутрь вставил отрезок алюминиевой проволоки. Далее при помощи вот такого инструмента делаю текстуру шерсти. Вот такой у меня получился лис. По-моему, получилось очень похоже. Ребята, если вы тоже так считаете, то ставьте лайк. Далее я решил слепить маленького белого песика, друга маленькой неудачи. Песик – это фоновый персонаж, который появляется на пути к Рамирес. С ним можно взаимодействовать, но исход будет один и тот же. Песик – это маленький щеночек породы пуделя с большими раскосыми карими глазами. А на голове у него праздничная шляпка с розовыми полосками и ошейник с бирюзовой косточкой-подвеской. Песика я леплю из белого скульптурного пластилина, а для более прочного соединения деталей использую тонкую медную проволоку.
В общем, ребята, вот такой получился у меня песик. Также установлю его на подставку. Далее буду лепить главного злодея из этой игры – Моргу. Морга, или Мистер Голос, демон из мира духов, который похищает детей, заманивая их в игру. Морга – огромный мускулистый монстр, отдаленно напоминающий Виндигу. У него человеческий череп вместо головы, огромные оленьи рога, копыта вместо ног и из одежды лишь плащ. Вначале появляется в роли рассказчика истории, предлагая неудачи сыграть в игру. Но он уже знает о ее дальнейшей смерти. С самой первой сцены высказывает недовольство насчет Лиса Бенджамина, что довольно подозрительно. В течение всего сюжета толкает девочку к неприятностям, обманывает ее, притворяясь добрым волшебником. Однако впоследствии Рамирес узнает о всех его деяниях и перестает доверять другу, а Рыжий Лис либо убивает монстра, либо отправляет назад в свою реальность. На протяжении всей игры кажется очень дружелюбным, чутким и добрым человеком, который явно заботится и беспокоится о Рамирес. Обращаясь к нам, к игрокам, говорит, чтобы мы дали девочке повеселиться. Несмотря ни на что, под этой маской скрывается самый что ни на есть злобный и черствый монстр, которому безразличны все вещи на свете. К своей цели он идет упорно и медленно. Он терпел все выходки Рамирес, ждал до последнего, пока неудача не отказалась играть в его игру. Тело Морга полностью покрыто черной шерстью, а на плечах шерсть подлиннее. На груди у него прикреплено что-то вроде волшебного камня в золотой оправе. Ребята, если вы знаете точно, что это такое, то пишите в комментариях. Из серого скульптурного пластилина я сделал ему вот такой плащ. С одной стороны подкрасил его черным пластилином. Для лепки головы я буду использовать белый скульптурный пластилин. Для того, чтобы сделать рога, буду использовать отрезок алюминиевой проволоки. Вот такой монстр Морга у меня получился. Ребята, можете написать в комментариях, какая из фигурок вам понравилась больше всего. Также пишите, кого еще слепить. Также приглашаю всех подписываться на наш канал и на Инстаграм, чтобы не пропустить новые выпуски. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Привет от меня сегодня получают Кактус Макактус, Крейзи Бой и Елизавета С. Ребята, передаю вам огромный привет.